Представители знака зодиака Рыбы. Рыбы и рыбки, мои дорогие, здравствуйте. Таро-прогноз, как поступить в той или иной ситуации, или как быть в загаданной ситуации. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Сегодня у нас 78 дверей, и это метафорическая колода карт. И я надеюсь, что подсказки вашей собственной интуиции и просмотр вот тех карт, которые мы откроем, дадут вам в целом какой-то ключ к решению. Основная задача увидеть двери, которые нам будут изображать карты. Они могут быть закрытыми, открытыми, или их вообще может не быть, или нам придется подобрать ключ. Вот давайте узнаем. В любом случае, конечно, будем реалистами, но я надеюсь, когда мы смотрим видео, почему, наверное, таро-прогнозы популярны, у каждого из нас какая-то своя ситуация все равно в голове, мы ее обдумываем. И пока я там что-то говорю на заднем плане, вы все равно как-то пытаетесь проанализировать невольно ваш вопрос. И мы достанем две карты. Основные это будут у нас два варианта. Что будет, если я поступлю одним каким-то образом? Или что будет, если я поступлю другим образом? Или если я скажу «да», и если я скажу «нет». Любые варианты допустимы. Главное сформулировать вопрос максимально, чтобы он попал к вот этому краткому «как поступить». Но первую карту мы достанем. Это у нас будет оценка ситуации, как колода карт видит вашу историю. Итак, первый вариант. Второй вариант. И мы немножко раскроем, какие действия или какие события последуют, если мы примем первый вариант. И что произойдет дальше, если это будет второй вариант. И подведем итог. Карту совет. Может быть, в целом как-то объединит обе позиции карта, ну или что-то нам подскажет. Оценка ситуации. Вообще победа, шестерка мечей, вот так вот сразу. Любая 6 в любой колоде это уже карта успеха. У нас что-то как будто получится. Уже будет со знаком плюс. И у кого-то здесь буквально, все-таки это у нас метафорические карты, смена вашей деятельности. Вы, может быть, напрямую занимаетесь либо компьютером, либо сферой IT, либо вы работаете посредством интернета, или в интернет, или у вас есть, может быть, онлайн-магазин в интернет. Ну, наверное, по интернету, по поводу, точнее, работ в интернете можно до бесконечности перечислять, когда вы буквально заняты какой-то работой, которая по новым технологиям идет. И, кстати, может вполне вероятно, что вам придется подбирать те самые ключи. У нас здесь буквально какой-то код, может быть, который человек пишет, ну хотя на код, прямо скажем, не похоже, у него открыто словно письмо какое-то, да, и нам показан интернет все-таки, что он именно работает онлайн. Но он может на себя примерять, кстати, разные маски. Посмотрите. И значит, мы можем себя попробовать абсолютно в разном деле. Как будто сама по себе карта говорит, пусть не в этой колоде, но значение есть такое, как карта заслуженного успеха. И главное не останавливаться. По этой карте, если мы делаем первый шаг, словно, знаете, навстречу своей судьбе, то и Вселенная нас ведет и с нужными людьми, и нужные врата нам как будто откроет. Но и мы сами тут не плашаем, поэтому карта тоже говорит, какая-то будет победа. Вот есть вопрос, которым вы занимаетесь, и я бы сказала, это больше будет касаться какой-то самореализации. Не у всех же проиграется интернет. У кого-то это может быть хобби, а у кого-то это может быть, посмотрите, карты еще у нас висят на стене. И, кстати, маски-то вот они тоже самые разные. У кого-то может быть на повестке дня переезд, и переезд куда-то очень далеко. Или работа, которая будет связана с командировками, поездками. Или вы хотите увидеть мир. Или вы хотите себя просто попробовать в каком-то новом качестве, амплуа в другом. Вообще, что свою жизнь хотите изменить. Посмотрите, насколько интересно. Как будто человеку не так много надо, по идее. И да, действительно, для счастья нам не так много и надо. И самые, наверное, важные вещи, они в нашей жизни бесплатны. Но это так. Мысли вслух, не более. Но если мы говорим про карту, то есть она нам говорит, что какой-то ваш проект абсолютно точно у вас получится. И поэтому, в принципе, можно даже не смотреть, но все же мы достали карты. Итак, первый вариант. Девятка кубков.
Эта карта, в других колодах я ее называю карта эгоиста. И вот посмотрите, насколько интересно изображена она на колоде 78 дверей, правда. Нам такой некий барин показан, ну или посетитель какой-то таверны, или, может быть, это какая-то, ну, все-таки приватная харчевня или что-то такое, вот хочется сказать. Когда он собой доволен, он настолько себя собирается баловать и не собирается торопиться куда-то, да. Но вообще по этой карте есть, безусловно, достаток. И есть три персонажа, не два, а три. И мы здесь можем быть как бы с любой стороны от двух персонажей, но есть еще и третий, который будет как будто за нами наблюдать. Вот какая-то подобная ситуация вполне вероятно может быть и в вашей жизни, как будто за вами наблюдают. Получится у вас или нет? Что у вас выгорит, не выгорит, да? Получится осуществить какой-то проект или получится осуществить переезд. Словно, знаете, вот так незаметно. И кто знает, может быть, из тех наблюдателей, которые находятся рядом с вами, и есть такая левая мысль задняя, которая звучит приблизительно так. Ну, давай, ты попробуй. Ты первый, ты первопроходец. А я следом, глядишь, там тоже как-то бочком просочусь. И, может, и мне ты будешь потом в последующем чем-то полезен. Вот могут быть такие люди вокруг вас. Но у вас сейчас достаточно по первому варианту тут, в принципе, стабильная позиция. И люди заняты делом, вот, понимаете. Один барствует буквально, то есть он пришел покушать и где-то отдохнуть, расслабиться, так как ему нравится. И он может себе это позволить. Мы можем быть в роли такого человека. И как будто поднимают кубок, стало быть, есть какой-то праздник в его жизни, есть то, чего он уже достиг. И правда, его положение как и финансовое стабильное, так и какие-то возможности. У него все просчитано. Он, знаете, это полная самоуверенность. Есть и второй персонаж, который подает как будто еду. И тоже нам, посмотрите, достаточно хорошо одет человек, я бы даже сказала, получше, чем сам посетитель. Кто знает, может быть, это хозяин этого заведения, который тоже имеет бизнес, и он так вот своего рода готов обслуживать, но он таким образом зарабатывает деньги. А тут человек уже заработал. Есть какой-то денежный как будто взаимообмен или материальный взаимообмен. И здесь мы можем как быть в каком-то новом качестве или пробовать себя в каком-то новом деле, или знакомиться с новыми людьми для того, чтобы продолжалось наше дело, или каким-то образом мы обустроили его, или заработали денег. Вот эта позиция тоже может быть у вас. Но мы говорим, и есть еще собака, да, в позиции, кто за нами наблюдает. Не совсем наблюдает, но всегда есть тот третий, кому можно кинуть остатки, который будет готов употребить даже то, что останется от этого пиршества. Это тот, который будет согласен даже, ну, хоть на что, лишь бы что-то как будто урвать, ухватить. И такое значение тоже может быть вполне. Но что касается вас самих, каким бы мы тут из персонажей себя не представляли, мы заняты каким-то делом, у нас сейчас стабильное положение, мы точно знаем, что мы хотим, чем мы будем заниматься. Чем заниматься мы точно не будем, мы тоже знаем. Поэтому, в принципе, первый вариант уже про какую-то как и состоятельность, так и перспективность. А что дальше? Ну, дальше только еще лучше, наверное. Четверка жезлов. Знаете, в другой колоде, опять же, праздник после победы. И правда, есть какая-то либо победа, есть что-то очень такое душевно теплое, радостное. Буквально у кого-то может быть вопрос и переезд, и организация дома, нового жилища на новом месте. Или съезжается семья, или вы один даже, или одна, вы тоже переезжаете, но как будто вы будете обустраиваться в другой местности. И вообще эта карта вот этого праздника, который нам показан как будто за окном. И внешне не то пурга, не то холод, а двери закрыты. И как будто мы закрываем эти двери, чтобы не нарушить как наш покой, как наше счастье. Мы закрываемся, может быть, от людей, от ненужных людей, а те, которые нам дороги, они с нами остаются. У кого-то может быть, знаете, переоценка ценностей или смена окружения конкретно. И посмотрите, здесь у нас двери открыты, мы говорили, да, что двери это
основное значение. И входит в эти двери человек. И, в принципе, нет никаких препятствий. В эти двери можно входить и выходить. Поэтому, в зависимости от того, как нам будет удобнее делать, не нужно подбирать ключи. Мы сами управляем как ситуацией, мы делаем то, что мы считаем нужным. И, в принципе, нет никаких препятствий. Наоборот, есть своеобразный праздник. И здесь праздник продолжается, но здесь мы уже сами. Как будто семья закрыла дверь, правда? Она не хочет видеть никого чужого. Есть какой-то личный праздник. Вот поэтому ваша какая-то победа будет. Абсолютно точно, какой-то ваш проект получится. Не только нам 6 мечей выпадает, и мы сказали, победа уже будет. А здесь еще и праздник какой-то будет. Может быть, в новой местности, или когда вы что-то осуществите. Это точно будет повод как и порадоваться, так и что-то отметить. И посмотрите, если мы говорим про окружение, мы здесь как раз это окружение причесали уже, как будто мы точно знаем, с кем мы хотим разделять нашу радость. И как мы планируем, как и наши дела, так и наши какие-то последующие действия. Но сам по себе праздник после победы как будто обещает карта, и поэтому дважды стабильное положение, и я бы сказала, элемент того, что нас окружают надежные люди. Здорово. Второй вариант. По второму варианту десятка мечей – это всегда прощание с прошлым, и это какая-то словно дверь, которая закрывается в прошлое. Но это по другим канонам, по другим картам, а здесь у нас дверь как будто стеклянная, она закрыта, но она не потому, что для нас закрыта, а потому что мы прощаемся с прошлым. И у кого-то может быть взаимосвязь всех этих карт. Если вы собираетесь переезжать, вы подводите какие-то итоги, что-то вы последние, какие-то штрихи или заключительный аккорд должны поставить в какой-то своей прежней истории, словно исцелиться по этой карте. И дальше вы сами откроете эти двери в тот момент, когда придет именно время. Ведь нам человек показан, его никто не приковал. Он проходит именно процедуру. И видно, что ему больно. То есть есть какой-то момент прощания, может быть, с прошлым болезненный. Что-то будет жалко оставлять, но это совершенно необходимо для того, чтобы исцелиться. Какой-то новый путь, мои дорогие рыбы и рыбки, вам предстоит осуществить. И где-то что-то вот из прошлого просто оставить позади для того, чтобы свободно, излечившись от каких-то... Тут ведь могут быть как и разочарования, так могут быть и люди, или то, что нам не хочется оставлять, но как будто бы придется. Настанет момент, и мы откроем эти двери и шагнем вперед, правда. И прошлое, оно перестанет для нас просто существовать, и будет отстраиваться что-то новое. Это как написать свою историю, счастливую историю с чистого листа. А как в дальнейшем будет развиваться события? Ну, вообще старший аркан влюбленный. Нам придется взаимодействовать с разными людьми. И вы не раз окажетесь на перепутье, и будьте внимательны. Есть человек, посмотрите, вот показан он нам, да, молодой человек, и две особы женского пола, и явно пришел он с вот этой молодой леди. Но она даже отступила, как будто полшага назад, она не мешает вот этому процессу. Цыганка гадает ему на руке, по руке точнее, и он настолько увлекся этим делом, так его это заворожило. Ну и цыганка, она как будто вся ушла в это гадание, что-то ему говорит, и он уже настолько проникся, он забыл явно о своей спутнице, а спутница не забыла. Она не выглядит разочарованно, но она наблюдает за ним. Поэтому для вас будет важно ваше окружение, которое вы на последующий период будете формировать. Это точно. Не должно быть случайных людей. И вы будете не раз стоять перед каким-то выбором. И значит, вы не должны где-то замирать ни от страха, ни от боли, ни от какой-то ворожбы или от какого-то взаимодействия, например, лесть. Вы от нее тоже не должны замирать. Вы должны видеть постоянно какую-то конкретную ситуацию и делать правильный выбор в сторону людей надежных, потому что какой-то успех нам обещают карты, но и от вашего правильного выбора будет зависеть то, насколько долг будет успех, насколько вы разовьете свои какие-то способности, насколько ваша какая-то победа выльется в последующие победы, или вы можете где-то застрять на одном месте или выбрать неправильное направление. Поэтому будьте внимательны. То есть, больше
Здесь ведь нам говорят о дипломатии, о взаимодействии с миром. И поэтому для кого-то это может быть как будто цыганка тоже. Она может, ведь нам не говорят карты, но кто знает, может быть, она плохо говорит на том языке, который знаком молодому человеку. И он, может быть, просто вслушивается, пытаясь понять. Поэтому у кого-то из вас еще и изучение иностранных языков. У кого-то, может быть, язык программирования. Почему нет? И тоже придется где-то углубиться в этот процесс. Одним словом, рука на пульсе у нас должна быть. И никакие эмоции нам не должны помешать. И контактировать мы с людьми, это будет важно. Видимо, от кого-то вы будете отказываться, кого-то вы в свое окружение будете добавлять. И будет хотеться вот так замкнуться и сказать, как в детской игре, я в домике, потому что нужно будет привести, как и мысли в порядок, так и силы свои восстановить, но как будто дом уже нам обещают. Я вообще вижу одну ситуацию по этим двум, саму по себе победу, по этим двум вариантам. Они взаимосвязаны явно. Просто разные ситуации вам встретятся на вашем пути. Поэтому будьте дипломатами, но где-то и приготовьтесь к тому, что вам придется где-то, ну, лавировать. Без этого никуда. Какую-то свою сильную позицию вы не должны утратить. И вот как видят карты, правда, перемены, девятка пентаклей, любая 9 это всегда перемены. И если мы говорим двери, да, посмотрите, вы действительно смените как будто либо свое окружение, либо свое место пребывания. Может быть, не останетесь надолго в том месте, где вы сейчас. У кого-то это может касаться жилища. И переезд куда-то не больно далеко, может быть. А у кого-то это смена работы или смена сферы деятельности, или релокация офиса, или по работе вам предложили другую работу, и начнет меняться ваша жизнь так, что вы потом все равно, может быть, и сами буквально переедете. Или посредством интернета тут тоже будут какие-то, словно врата открыты вам. Но девятка пентаклей суммирует словно все то, что мы сказали, все карты, которые мы достали, и говорят уже о вашем новом качестве жизни. Нам изображена молодая девушка, это где-то прообраз нас самих, которая приглашает двоих, пару, войти точнее, в двери. И обратите внимание, какой дом. Вот этот дом нам показали, ну, так попроще немножко, хотя тоже достаточно теплый, уютный, такой оформленный, да, с фонариком, с хорошим крылечком. А здесь как будто более все масштабно, здесь уже более помпезно. Значит, мы сможем как и обладать все-таки пентакли у нас, да, и тут, если у нас девятка кубков вышла, но здесь не про любовь, хоть и кубки, а про материальный успех, благополучие и возможности, а здесь конкретно про деньги, про достаток, когда мы можем построить буквально новый дом или находиться в каком-то жилище повышенного комфорта. Мы сумеем себе это позволить. У нас будут такие ресурсы. Нам даже двери изображены резные, какие-то необычные. И дом, непростая какая-то вот, ну, такой вот домик поменьше, правда, с окном вот таким достаточно низко расположенным. А здесь тут уже хозяева побеспокоились, низкого окна нам не демонстрируют. Тут огромные двери, как врата, можно сказать так. И хозяева этого дома вы сами. Вот такое благополучие. И я, вы знаете, что могу сказать? Кто-то из вас ведь может переехать куда-то, и там тоже не останется на долгий период времени, а в последующем будет строить свою либо карьеру, либо как-то жизнь ваша будет, мои дорогие рыбы и рыбки, меняться и в сторону. Плюс у вас, знаете, такая восходящая какая-то траектория в вашей жизни может быть и геометрический прогресс в ваших делах, в ваших свершениях, в ваших задумках и в вашей самореализации. Перекладывайте на себя, будьте счастливы и любимы всегда.